Всем привет! Это обзор контейнера для инструментов Two-Peak Escape Pod. Что это такое и зачем нужна такая баночка? У моего велосипеда есть корзина под нижней трубой рамы под наклонной. Она там прикреплена, и туда можно вставить какую-нибудь банку, небольшую банку. Я там ввожу инструмент. Запаску, шестигранники, велосипедную аптечку так называемую. До этого я использовал вот такой контейнер. Я его приобрел на AliExpress. Это контейнер от фирмы Rockbros. Сейчас он выглядит вот таким образом. Это мягкий контейнер, который застегивался раньше на молнию. В целом идея была неплохая у фирмы Rockbros, но после года эксплуатации молния перестала застегиваться. Контейнер висит под нижней рамой, куда часто попадает грязь, пыль, песок. Видимо, после этого, в общем-то, и вода, и влага тоже, да, там, когда над лужами ездишь. Видимо, после этого буквально на один сезон его хватило. Вот. Так довольно удобный контейнер по функционалу был. Здесь у меня располагалась камера. Здесь у меня ножик, шестигранник. И это ремонтный набор, ремнабор для ремонта камеры. Заплатки. Я стал искать себе замену. Нашел замену от компании Two-Peak. Two-Peak, в общем. Довольно известный бренд. Идея была в том, чтобы теперь не брать контейнер на молнии, взять вот такую банку, чтобы проблемы с молнией не повторились. Банка закрывается на крышку, которая на резьбе. В крышке имеется сверху кусок поролона, губка, которая должна предотвращать звяканье инструмента. Если сюда нагрузить какой-то инструмент металлический, если он будет висеть под рамой на кочках, он может звякать, цокать, греметь. Вот этот поролон, я надеюсь, позволит этого избежать. Дальше. Здесь мы видим вот такой вот контейнер. В смысле мешочек. И идея в том, чтобы инструменты запихивать сначала вот сюда, а потом это помещать вовнутрь. И также отсюда доставать. Такая штука должна служить двум вещам. Во-первых, опять же, предотвратить лишние звуки, предотвратить, чтобы инструмент гремел на кочках. И второе, облегчить его быстрое вынимание из этой банки.
Вот набор вещей, которые я вожу с собой и которые собираюсь положить в эту новую банку. Набор для ремонта проколов, ремкомплект, клей, заплатки, 2 монтажки, набор шестигранников, любимый перочинный ножик, переходник с преста на машинный, на шрайбер, да, на машинный ниппель, чтобы можно было иногда, если надо, быстро подкачать колеса на шиномонтажке, камера и вожу с собой стрипсы, пару штук. Теперь попытаемся все это добро поместить в нашу баночку. Первым пойдет камера. Ну, с трудом, но запихал. Запихал все вещи вот так сюда. Теперь это все завинчивается сверху. При этом мы слышим какие-то звуки скрипящие. Доставать это все придется таким образом. Если запихали сюда вещи так же плотно, как я, их придется сначала доставать, разгрузить часть. То есть, например, у меня здесь монтажки, я вынимаю монтажки, которые мне мешали. И только после этого я... Нет, я еще выну ножик, наверное. Теперь я тяну за лямку. Еще тяну за камеру. И вот примерно в таком режиме можно это все вытащить. Можно, однако, пробовать комбинировать. Часть вещей положить в мешок, а часть запихать снаружи мешка. Так запихивается гораздо легче. При этом доставать тоже становится легче. То есть часть мы пихаем вот так между мешком и стенкой. Ну и даже не гремит. Преимущества и недостатки такой вот банки. Естественно, она должна быть надежней вот этой мягкой системы на молнии ввиду отсутствия молнии, но менее удобная в сборке-разборке, поскольку вот такого рода футлярчик раскрывается напополам, и доступа к частям этого футляра здесь намного больше. Все карманы более доступные, соответственно, гораздо удобнее совать сюда разные вещи. Однако, этот недостаток баночки должен компенсироваться тем, что за инструментами приходится лазить, ну, не так уж и часто. Осталось испытать баночку в полях или в горах. А теперь посмотрим, как эта баночка
встала на свое место. Вот таким образом она стоит. Вот так она вставляется. Точнее, так вынимается, а вставляется вот так. У баночки есть вырез, такой же, как у бутылки, под вот этот вот зацеп, так скажем. Держится в обычной корзине для бутылки отлично. Поездил я с этой баночкой. Уже поездок с 10 совершил. Ну что сказать, удобная баночка. Часто лазить туда не приходится. Там все-таки лежат те вещи, которые не нужны каждый день. Да, она не так быстро раскрывается по сравнению с предыдущей банкой, у которой была молния, да, и молнию ты открываешь в секунды. Но так как используешь не часто, с этим все в порядке. Откручиваешь крышку, вынимаешь оттуда все, что там припрятал, потом назад засовываешь, проблем нет. Плюс, неоспоримый плюс, я думаю, будет здесь в том, что эта штука пластмассовая и воду не пропускает, и должна проходить несколько сезонов легко.